Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я поделюсь с вами большой своей радостью. Количество подписчиков на моем канале значительно выросло. Вас, мои дорогие подписчики, теперь 5000 человек. Я этому безмерно рада и очень-очень благодарна всем вам за участие, за приятные комментарии, за поддержку, за лайки и отметки в инстаграме. Спасибо вам всем! А сейчас вернемся к рецепту. Рецепт этого печенья очень простой. И это печенье отлично подходит для росписи айсингом. Для теста понадобится яйцо, я его сразу взболтала и поделила на две части, так как замешиваю пол порции теста. Далее мука, разрыхлитель и немного соли. Они у меня уже в миске, их нужно хорошо перемешать. Сахар и ванильный сахар или ванилин. И мягкое сливочное масло комнатной температуры. Берите хорошее масло, не экономьте на этом. Список ингредиентов и их количество укажу в описании под видео. Масло нужно взбить с сахаром. Я сначала миксером масло немного перемешала и добавляю сахар. Взбивать нужно минут 5 до максимально однородной консистенции и пышноты масла. Далее вводим в смесь яйца и хорошо перемешиваем миксером. Далее в масляную смесь добавляю муку частями и миксером насадками для теста перемешиваю. В планетарном миксере воспользуйтесь насадкой веслом. Получается вот такая крошка, похожая на песочное тесто. Далее уже нужно тесто вымешивать руками до однородного состояния. В итоге тесто получится гладким, мягким и рассыпчатым. Не липнет к рукам и хорошо держит форму. Перекладываю тесто в пакет или пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Также это тесто можно подкрасить в любые цвета. Добавляйте краситель к части теста и руками вмешивайте краску в тесто, пока все тесто не окрасится. Я окрасила красителем оранжевого цвета от Кряма, плохо окрашивает. Лучше воспользоваться красителями от Top Decor или Americolor. Вот так можно окрасить тесто в яркие цвета. Здесь я использовала красители Americolor. Хорошо окрашивают. Это мои первые печенья. Я их выпекала на Хэллоуин. Это тыковки с конфетками внутри. Вот вам идея. Далее для раскатки теста понадобится силиконовый коврик, скалка, бумага для выпечки или пергамент. И я буду использовать каттер для пряников. А также нужны ограничители для высоты пряников. Если у вас нет таких на скалке, как и у меня, то можно воспользоваться подручными средствами. Я использую вот такие пластмассовые палочки толщиной в 6 мм. Можно взять по 2 или по 3 деревянные линейки или какие-то рейки с подходящей толщиной. Скажу вам по секрету, эти палочки – это штучки от старых жалюзи, которые крутят, чтобы открыть или закрыть жалюзи. Супруг их подрезал, подшлифовал, я их помыла и получились идеальные ограничители, без лишних трат. Лайфхак. Перед раскаткой теста нужно достать из холодильника минимум на 20-30 минут. Далее устанавливаем ограничители по бокам, накрываем тесто бумагой и раскатываем. Тесто холодное и плотное, может приставать к бумаге, раскатывается тяжело, не так как медовое. После раскатки снимаю бумагу и вырезаю каттерами печенье. Переношу печенье на противень при помощи спатулы, но это можно сделать и руками. Если тесто холодное, то оно отлично держит форму. Если тесто стало слишком мягким, то часть можно поставить в холодильник, пока раскатываете другую часть. Печенье также можно вырезать аккуратно по шаблону из бумаги, но это лучше сделать на более теплом месте, иначе не получатся ровные края, тесто будет рваться. Также можно выпекать печенье из 2 или нескольких цветов. Я соединила 2 части теста и раскатываю. Пока тесто холодное, оно хорошо держит форму. Сейчас на видео вырезаю круги из уже более или менее теплого теста, и печенье при переносе немного деформировалось. Это будет видно позже. Также противень с пряниками перед выпечкой можно поставить в холодильник минут на 15. Так печенье точно не потеряет форму при выпечке. Выпекаю печенье на тефлоновом коврике, я его немного присыпаю мукой, так как коврик уже старый и тесто может прилипнуть. Можно также выпекать на пергаменте. Выпекается печенье в режиме вверх-вниз, можно с конвекцией при температуре 190 градусов примерно 9 минут. Температура и время выпечки зависит от размера печенья и от вашей духовки. Печенья испеклись, вот такие они симпатичные, форму практически не потеряли, кроме круглых, о которых я говорила ранее. Еще горячим я их выкладываю на решетку для скорейшего остывания, они очень ароматные и вкусные. Также это тесто отлично подойдет для выпечки пряников с использованием оттиска, рисунок не деформируется.
Хранить печенье нужно в герметичном контейнере или в любой другой герметичной таре. Хранить можно в холодильнике до росписи или в шкафу. После росписи хранить в холодильнике нельзя, так как глазурь потечет. Лучше печенье съесть после росписи сразу или отдать заказчикам тоже сразу. Дно у пряников ровное, у меня слегка подпеченное, но это зависит от духовки. Срок хранения составляет 2 недели. Печенье также можно заморозить сроком на 2 месяца. По этому рецепту я выпекала самые первые свои пряники, точнее это печенье. Они очень вкусные, но маленький срок хранения – это большой минус. В качестве эксперимента можно попробовать. Если у вас аллерген на мед, специи, можно сделать и расписать эти печенья. Или вам просто не нравится или уже надоели медовые имбирные пряники. Попробуйте и оцените рецепт. Буду рада вашим отзывам. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и будет полезным. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!